Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень простые, но при этом очень красивые, интересные слитки. Для вязания данных слитков вы можете использовать свои какие-то остатки пряжи, так как если мы сейчас посмотрим на уже мой готовый следок, то видите, одна часть у меня связана одним цветом, вторая часть вторым цветом, и подошву я вязала третьим цветом. Можно данные слитки связать и однотонные, но мне кажется, очень вот как раз таки красиво смотрится вот этот интересный контраст цветов. Сейчас в мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги 37-39. Но в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию данных слитков, мы с вами разберемся с принципом вязания, так, чтобы вы смогли их связать абсолютно на любой размер ноги и из любой пряжи. А теперь, что касается пряжи. Конкретно эти слитки в мастер-классе я сейчас буду вязать из пряжи Пехорка Зимняя премьера. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 150 метров. То есть пряжа идет такая достаточно толстенькая. Но в любом случае в процессе вязания каждую из деталей я вам буду измерять еще и в сантиметрах. Так, чтобы вы могли ориентироваться не только на количество набранных петель и провязанных рядов, но и на ширину и длину каждого из участков. И смотрите, конкретно из этой пряжи эти слитки я сейчас буду вязать на спицах диаметром 4 миллиметра. Если, к примеру, эти слитки вы захотите связать из пряжи Alize Lana Gold, то я рекомендую взять спицы 3,5 миллиметра. Для вязания вот этой детали, то есть это получается наша верхняя часть слитков, я буду использовать 2 чулочные спицы. И для вязания подошвы я буду использовать спицы того же диаметра, но круговые. Теперь давайте сделаем небольшие расчеты и разберемся с принципом вязания этих слитков. Для начала мы с вами вместе в мастер-классе вывяжем вот такую вот простую заготовку. То есть начинаем вязать вот здесь от края, делая постепенно расширение. Вот здесь я делала прибавление петель. После того, как здесь вот мы вышли в итоге на нужную ширину, далее мы просто продолжаем вязать всю длину нашей детали. И в конце, по тому же принципу, как мы петли прибавляли, в конце эти петли я убавляла. После того, как наша деталь это будет готова, в конце мы уже приступаем к вывязыванию подошвы. Преимуществом этих слитков будет то, что подошва у нас вывязывается в самом конце. Поэтому, если у кого-то есть проблема вот именно с протиранием подошвы, то здесь очень удобно эту подошву перевязать. Или еще как один из вариантов, верхнюю часть вы можете связать абсолютно, получается, из любой пряжи, а для вязания подошвы можно взять какую-то носочную нитку, более, скажем так, прочную, и подошву вот именно связать более прочной какой-то ниточкой, та, которая, скажем так, у вас есть и которая вам нравится. У данных слитков идет всего лишь один шов. Это вот здесь, по передней части, то есть мыску. Все остальное, то есть вот и задняя часть, и подошва у нас вяжется цельным полотном, и здесь нет никаких швов. Теперь давайте сделаем небольшие расчеты. Как я сказала, в мастер-классе сейчас эти слитки я буду вязать на размер ноги 37-39. Мы сейчас с вами должны знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас на экране я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Сейчас в мастер-классе вместе с вами я сделаю расчеты
вот из среднего, скажем так, размера ноги 38, то есть между 37 и 39. И если сейчас посмотреть по таблице, то 38 размер ноги у нас соответствует 24,5 сантиметров. Теперь мы должны размер нашей ноги в сантиметрах, вот эту цифру, умножить на 2. Умножаем мы на 2, так как, видите, вот это наша деталь, если посмотреть на готовом слитке, 2 раза, вот один и второй раз обвертывает длину нашей ноги. И это у меня сейчас получается 49. Теперь от получившегося числа, то есть 49 у меня это, я должна отнять где-то примерно 6 сантиметров. 6 сантиметров это идет постоянная величина, скажем так, для средней плотности вязания. И это у меня сейчас получается 43. То есть получается, смотрите, сейчас общая длина, то есть вот от наборного края, вот здесь у меня шел наборный край, до края, где я буду закрывать петли, вот общая длина должна быть 43 сантиметра. Я буду вязать слитки цветные, поэтому сейчас эту цифру, то есть 43, я разделю напополам, на 2, потому что у меня идет одна часть одним цветом, вторая часть другим цветом. И это у меня сейчас получается 21 и 5. То есть получается от наборного края я должна провязать розовой нитью 21,5 сантиметр. Далее получается сменить цвет нити на контрастный и провязать вторую часть уже вторым контрастным цветом, так, чтобы эта длина также была 21,5 сантиметр. Теперь, что касается вот этой ширины детали, то, во-первых, смотрите, общая ширина, то есть вот здесь от одного края до второго края на ногу взрослую эта ширина должна быть где-то примерно 20-21 сантиметр. Ну вот в данном случае, смотрите, очень хорошо разделилась на 3 части, вот как раз таки 21 сантиметр. То есть получилось у меня 7 сантиметров одна боковая часть, 7 сантиметров подошва и 7 сантиметров вторая боковая часть. То есть итого 21 сантиметр. И последнее, очень важное, что я бы хотела вам сказать, это, значит, смотрите, если в мастер-классе эти слитки вы будете вязать также цветные, как и я, то обязательно мы должны запомнить, что на первый следок, ну вот, допустим, в данном случае мой идет первый следок, начинала вязание я как раз-таки вот с зеленой полосы, то есть начала вязание, провязала половину, и после чего заканчивала я вязание вот именно розовым цветом. Когда мы будем вязать второй следок, мы должны начинать наше вязание наоборот, как раз таки с розового цвета я начала наше вязание, и зеленым цветом это вязание я закончила. Для чего это важно? Так как здесь, несмотря на то, что идет платочная вязка, видите, у нас деталь все равно имеет лицевую и изнаночную сторону. Это видно особенно вот в том месте, где у нас идет смена цвета. Поэтому, чтобы у вас ваши слитки были на разные ноги, ну вот в данном случае, смотрите, вот моя деталь, вот идет лицевая сторона сейчас, после того, как я вывяжу подошву, вот у меня будут идти вот таких 2 слитка, то есть зеленая часть на одном слитке будет смотреть вовнутрь и на втором слитке также вовнутрь, розовая наружу, ну или если их поменять местами, то здесь также розовая вовнутрь и здесь розовая вовнутрь. Поэтому этот момент вы должны запомнить. Друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы диаметр спиц я беру 4 миллиметра. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 6 петель.
Петли я набрала и аккуратно одну чулочную спицу вынимаю. И теперь приступаю к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю, и далее я провязываю все петли лицевые до конца этого ряда. На протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на обратную изнаночную сторону. С обратной изнаночной стороны сейчас первую кромочную петлю я просто снимаю, и далее все петли до конца этого ряда я сейчас также провяжу лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной. И вязание я переворачиваю снова на лицевую сторону. После того, как мы с вами провязали 2 ряда, начиная с 3-го ряда, я буду прибавлять петли только с одной стороны. То есть вот именно в начале лицевого ряда. Поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И эти прибавления я буду делать, поднимаю вот эту платочную дорожку предыдущего ряда вот нашей следующей петли. То есть эту платочную дорожку, протяжку я сейчас одеваю на левую спицу и провязываю лицевой петлей. То есть вот в начале ряда я прибавила одну петельку и далее продолжаю вязать лицевыми петлями этот ряд до конца, провязывая вот все петли лицевые, и только последнюю кромочную петлю в конце ряда я сейчас провяжу изнаночной. В изнаночном ряду никаких прибавлений петель мы делать не будем, поэтому здесь в изнаночном ряду кромочную петлю я снимаю, и далее все петли до конца этого ряда я просто провяжу сейчас лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю снова на лицевую сторону. Сейчас в лицевом ряду в начале ряда я снова буду прибавлять одну петельку. То есть кромочную снимаю, далее сначала поднимаю вот протяжку от платочной дорожки, одеваю эту поднятую протяжку на левую спицу, и после чего провязываю лицевой петлей. То есть вот в начале ряда я снова прибавила одну петельку. И далее все петли до конца ряда я провязываю лицевыми. И опять вязание переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночном ряду никаких прибавлений я не делаю. Я просто все петли до конца этого ряда провязываю лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной петлей. Вязание снова перевернула на лицевую сторону. И опять в лицевом ряду я буду прибавлять петельку. То есть кромочную снимаю, поднимаю протяжку вот от платочной дорожки, поднятую протяжку сейчас одеваю на левую спицу и провязываю лицевой петлей. Все остальные петли до конца ряда я провязываю лицевыми. Таким образом мы делаем эти прибавления. В моем случае, пока на спицах сейчас у меня не будет 12 петель, или ширина вот этой вашей детали должна быть где-то примерно около 7 сантиметров. Итак, вот я сделала, видите, все прибавления, которые мне были необходимы. Эти прибавления я делала до тех пор, пока на спицах вот у меня не будет в моем случае 12 петель, или ширина этого участка у меня сейчас равняется вот ровно 7 сантиметрам. То есть после того, как я получила вот здесь нужную мне ширину, далее я буду продолжать вязать вот эту мою деталь, не делая никаких прибавлений петель. То есть далее я сейчас, смотрите, первую кромочную петлю просто снимаю, это вот идет лицевая сторона. И далее все петли до конца этого ряда я сейчас буду провязывать лицевыми. И вот только последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, и вязание снова переворачиваю вот на изнаночную сторону. Здесь кромочную петлю сняла, и все остальные петли до конца этого ряда я также провязываю просто лицевыми.
То есть вот мы с вами провязали, получается, вот эту одну платочную дорожку уже без прибавок. Давайте сейчас для наглядности вот предпоследнюю эту дорожку я отмечу маркером. То есть это как раз-таки та платочная дорожка, где я закончила делать прибавление петель. То есть маркером мы ее отмечаем и далее продолжаем вязать всю длину нашей детали. Так как слитки, вот эту верхнюю часть я буду вязать цветными, то я сейчас провяжу вот именно ровно половину моей длины. Итак, вот я провязала нужную мне длину вот этого моего полотна именно розовым цветом. Общая длина вот этой моей розовой детали это как раз таки половина общей длины. И теперь смотрите, вот здесь, если мы сейчас измерим от наборного края до спицы в ровном не растянутом виде, длина моей детали сейчас равна вот ровно 21,5 сантиметр. И здесь сейчас вот от маркера у меня всего провязано 29 платочных дорожек. И теперь я возьму нить контрастного цвета. В моем случае это будет идти нить зеленого цвета. И обязательно вот здесь, видите, заканчиваем вязание мы вот по изнаночной стороне. То есть вот здесь, где у нас идет вверху скос, это идет лицевая сторона полотна. Вот идет мой наборный кончик. Поэтому сейчас сюда, вот именно по лицевой стороне, я просто прикладываю к краю нить зеленого цвета и приступаю к вязанию следующего ряда контрастным цветом. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее все остальные петли до конца этого ряда я сейчас провяжу лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. И вязание я сейчас переворачиваю, получается, вот на изнаночную сторону. С изнаночной стороны здесь также кромочную снимаю. И все остальные петли до конца этого ряда я сейчас буду провязывать лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной, вот кончики подтягиваю и вязание снова переворачиваю на вот лицевую сторону. То есть вот мы с вами поменяли цвет нити. Теперь зеленым цветом я должна провязать вот точно такой же участок полотна, просто вот ровное полотно без убавлений и без прибавлений. То есть всего вот здесь в моем случае зеленым цветом я провяжу также вот, если от маркера, 29 платочных дорожек. И смотрите, если мы это сейчас еще раз замерим по участкам, то есть на прибавление петель мне понадобилось, ну вот ровно получается от маркера до наборного края 4,5 сантиметра. И получается розовая эта часть вот от, получается, зеленой полосы до маркера равна, ну вот здесь получается ровно 17 сантиметров. И еще раз ширина у нас равна также вот ровно 7 сантиметрам. Итак, зеленым цветом я провязала также сейчас 29 платочных дорожек. Поэтому сейчас здесь давайте последнюю провязанную платочную дорожку я также отмечу маркером. Это у нас будет идти тот участок, где мы закончили вязать просто наше ровное полотно. Теперь смотрите, вязание я держу вот нашей лицевой стороной вверх и приступаю к вязанию первого ряда убавлений. Поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее сразу следующих 2 петли я сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей. И после чего все остальные петли до конца этого ряда я буду провязывать вот просто лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны никаких убавлений петель я делать не буду. В изнаночных рядах здесь я сейчас просто все петли до конца этого ряда провяжу
лицевыми, кромочную петлю провязываю изнаночной и вязание снова переворачиваю вот на лицевую сторону. И опять в начале лицевого ряда я буду убавлять одну петельку, то есть кромочную снимаю, и следующих 2 петли я сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей. И далее все остальные петли опять вот до конца ряда я провязываю лицевыми. И в изнаночном ряду я также все петли провяжу лицевыми, не делая никаких убавлений петель. Таким образом, смотрите, эти убавления мы делаем только в лицевом ряду и только в начале ряда. Так я сейчас буду убавлять петли до тех пор, пока на спицах у меня не будет 6 петель. 6 петель это тоже количество петель, что здесь изначально я набирала. Итак, смотрите, здесь я сделала все убавления петель, на спицах у меня 6 петель. Но смотрите, когда мы начинали наше вязание, 2 ряда мы просто провязали без всяких убавлений и прибавлений. Поэтому в конце вот мы провяжем точно таким же образом. То есть после того, как мы получаем 6 петель на спице, сейчас первую кромочную петлю я просто снимаю. И далее вот все петли я сейчас провяжу лицевыми, последнюю кромочную изнаночной. И с изнаночной стороны точно так же кромочную снимаю. И все остальные петли я провязываю сейчас вот лицевыми, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Сейчас смотрите, если пересчитать вот именно платочные дорожки здесь от начала нашего вязания и до вот этого перехода, точно так же здесь от перехода и до конца нашего вязания. И у нас с вами должно быть одинаковое количество этих платочных дорожек. Теперь вязание я держу лицевой стороной вверх, и я сейчас просто закрою эти 6 петель. То есть первую петлю я сейчас снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и первую петлю протягиваю и спускаю через провязанную. И опять провязала, протянула и спустила. Так, вот здесь провязала, протянула и спустила. Провязала, протянула и спустила. Все, после того, как мы закрыли все петли этого ряда, последнюю петельку я вытаскиваю подлиннее. Эту нить я рекомендую обрезать чуть подлиннее, так как в конце этим кончиком нити мы будем сшивать переднюю часть, мысок у наших слитков. Далее в эту нашу петлю я продеваю кончик нити вот от моточка, который обрезали мы уже, и петельку аккуратно затягиваю. Мы связали верхнюю часть наших слитков. Теперь нам осталось связать только подошву. Подошву я буду вязать нитью также контрастного цвета. После того, как мы связали вот эти наши 2 боковые части, сейчас я беру нить следующего цвета и беру круговые спицы того же диаметра. То есть диаметром я вяжу 4 миллиметра, и длина спиц, ну вот в данном случае у меня идет 80 сантиметров. Теперь эту мою заготовку я беру именно лицевой стороной вверх. Лицевая сторона отличается от изнаночной вот как раз таки вот этим стыком, где мы меняли один цвет на второй. И здесь у нас идет вот сразу зеленая и розовая часть. И сейчас мы с вами будем поднимать петли. Здесь смотрите, вот эти скосы с одной и со второй стороны, это будет идти вот эта верхняя часть. Соответственно, вот это у нас будет идти подошва. Теперь мы с вами должны пересчитать все наши платочные дорожки. В моем случае, то есть вот здесь от наборного края у меня всего провязано 36 платочных дорожек зеленых, ну и, соответственно, розовых у меня провязано столько же платочных дорожек. Теперь вот здесь, с лицевой стороны, вот лицевая сторона, я беру мою деталь, беру спицы и беру нить контрастного цвета. И я приступаю вот как раз-таки к подъему петель из вот этих кромочных петелек.
Единственное, наверное, для удобства первых несколько петель я сейчас подниму на крючок. То есть вот идет моя первая кромочная петля, и я вот захватываю рабочую нить, вынимаю первую петельку. Первую петлю я вынимаю за 2 стенки кромочной петли, а все остальные петли я буду поднимать вот здесь, только за верхнюю стенку вот как раз-таки кромочной петли. Вот я поднимаю сейчас вторую петельку. Так, сейчас эти 2 петли я сразу переодену на именно круговую спицу. И все остальные петли я сразу буду поднимать на спицу. Вот идет следующая кромочная петля за верхнюю стенку этой кромочной петли. Вот она у нас идет. Я поднимаю третью петлю. Четвертая петелька. Далее у нас идет пятая петля. Вот у нас идет шестая петля. То есть таким образом, значит, я подниму вот здесь, где у меня идет зеленый край, 36 петель, и 36 петель я подниму вот здесь вдоль розового края. Итак, смотрите, вот я подняла 36 петель вот по этой зеленой части, и 36 петель я сейчас подняла вот здесь по розовой части этого края. И теперь смотрите, мы будем приступать к вывязыванию подошвы. Начинать вывязывать подошву я буду вот здесь, с задней части. И начинать я буду с 6 центральных петель, постепенно расширяя нашу подошву вот как раз-таки также до, вот в моем случае, 12 петель, так как 3 части полотна у нас будут составлять одинаковое количество сантиметров. То есть 3 части имеется в виду. Одна боковая часть 7 сантиметров. Это у меня в моем случае равно 12 петлям. Вторая часть, соответственно, столько же. То есть 12 петель или 7 сантиметров. Соответственно, подошву я буду вывязывать также из вот здесь 12 петель. Так, чтобы эта ширина была также равна 7 сантиметрам. Но начинаю я именно с 6 петель. Видите, вот я начинала здесь также с 6 петель и постепенно делала прибавление, так, чтобы здесь у нас наша подошва имела такую овальную форму. Поэтому сейчас мы должны пересчитать все наши петли. 36 плюс 36 это получается 72 петли. 72 петли минус 6 центральных петель. Это как раз таки 6 центральных петель, где мы будем начинать вывязывать нашу подошву. Остальные петли я делю на 2 боковые части. И это в моем случае у меня сейчас получается 33 петли одна боковая часть, 6 петель центральная часть и 33 петли вторая боковая часть. Сейчас я беру мое вязание, получается, изнаночной стороной к себе, так как рабочая нить вот расположена вот именно сейчас с этой стороны. И сейчас для того, чтобы нить эту нам не обрывать, петли первой боковой части я провяжу сейчас изнаночными петлями. Поэтому вот наша первая петля боковой части, и я ее просто снимаю. Далее провязываю вот вторую петлю изнаночной, третью петлю изнаночной, четвертая изнаночная петля, пятая, шестая, седьмая и так далее. Всего я сейчас провяжу так, чтобы на правой спице у меня было расположено 33 петли. Это петли первой боковой части. Итак, я провязала вот изнаночными петлями с учетом первой кромочной петли всего 33 петли. И вот как раз таки следующих 6 петель это будут идти петли подошвы. Поэтому мы сразу сейчас приступаем с изнаночной стороны к вязанию первого ряда изнаночного. И сейчас подошву я буду вязать платочной вязкой. Поэтому смотрите, 33 петли я провязала изнаночными. Далее буду вязать все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. То есть смотрите, первая петля подошвы, ее я провязываю лицевой. Вторая петля подошвы лицевая, третья, четвертая, пятая.
И вот у нас идет последняя 6-я петля подошвы, и далее у нас пошли петли второй боковой части. Теперь смотрите, когда я буду вязать подошву, держа вот эту мою заготовку изнаночной стороной к себе, последнюю петлю подошвы я буду провязывать вместе с петлей боковой части. И вот как раз таки с изнаночной стороны этих 2 петли я буду провязывать 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, после чего вязание я сразу переворачиваю, получается, на лицевую сторону. Теперь с лицевой стороны мы будем провязывать с вами второй ряд подошвы, и начиная со второго лицевого ряда я буду делать расширение этой подошвы, то есть прибавлять петли в начале подошвы и в конце вот этого ряда, вот именно подошвы. Вяжем второй лицевой ряд. Кромочную петлю я просто снимаю. Рабочая нить у меня, видите, расположена перед работой. Я ее никуда не перекручиваю. То есть первую петлю снимаю и вот рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. Прибавление петель я буду делать, поднимая протяжку от платочной дорожки вот нашей, получается, следующей второй петли. То есть вот платочная наша дорожка. Эту протяжку я сейчас одеваю на правую спицу, после чего переснимаю обратно на левую спицу вот и провязываю эту поднятую протяжку лицевой петлей. То есть вот в начале ряда я прибавила 1 петельку. То есть вот я провязываю дальше петли все лицевые. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть с учетом сделанной прибавки вот здесь в начале ряда, в данном случае наша подошва состоит из 7 петель. В конце ряда вот идет последняя петля подошвы, 7-я. Поэтому здесь в конце ряда я сейчас также должна прибавить 1 петлю. То есть вот эту петлю я только что провязала. То есть от предпоследней петли, вот она у нас идет, я поднимаю также протяжку от платочной дорожки и эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. То есть вот я прибавила 1 петлю в начале ряда и 1 петлю в конце ряда. Далее последняя, получается, вот с учетом сделанных прибавок, 8-я петля подошвы и 1-я петля боковой части. Вяжем мы наш следок, держа его лицевой стороной к себе. Этих 2 петли мы сейчас провяжем вместе с лицевой стороны, 2 вот вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. В изнаночных рядах прибавление петель я делать не буду. Здесь просто вот первую петлю я снимаю, далее все остальные петли я сейчас провязываю лицевыми. То есть получается 7 петель, после чего вот идет 8-я петля подошвы и 1-я петля боковой части. С изнаночной стороны этих 2 петли я сейчас провяжу 2 петли вместе вот лицевой петлей. И вязание снова переворачиваю, получается, на лицевую сторону. С лицевой стороны сейчас снова я сделаю прибавление петель в начале и в конце ряда. Поэтому также вот смотрите, первую петлю снимаю, рабочую нить завожу на обратную сторону, поднимаю протяжку от платочной дорожки, эту протяжку одеваю на левую спицу и сразу провязываю лицевой петлей. Далее все остальные петли я провязываю лицевыми. То есть мы не довязываем одну последнюю петлю подошвы. Здесь в конце лицевого ряда я также сейчас прибавлю 1 петлю. То есть вот я не довязала 1 петельку. Далее поднимаю вот протяжку от платочной дорожки и эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. После чего последнюю петлю подошвы провяжу вместе с петлей боковой части. С лицевой стороны этих 2 петли я провяжу вместе изнаночной петлей. Далее смотрите, изнаночный ряд провяжите самостоятельно, то есть в конце ряда провязывая 2 петли вместе вот лицевой петлей. Далее в лицевом ряду снова сделайте прибавление петель, то есть
в моем случае мне осталось сделать сейчас, вот получается, после того, как я провяжу изнаночный ряд, последнее прибавление петель в лицевом ряду. Как раз на спицах у меня уже будет расположено 12 петель. И как раз таки из этих 12 петель, которые вот я сейчас прибавлю последний раз, я и буду провязывать всю длину подошвы. Поэтому сейчас вот 2 ряда провяжите самостоятельно. Изнаночной без прибавлений, лицевой с прибавлениями. Итак, смотрите, я сейчас в лицевом ряду сделала последнее прибавление. То есть вот у меня на спицах 12 петель. Это тоже количество, что вот здесь я провязывала как раз-таки и боковую часть. То есть теперь на этом этапе я больше прибавлений петель делать не буду. Теперь, смотрите, я просто буду провязывать. То есть вот первую петлю снимаю. Это я так буду вязать и в лицевом, и в изнаночном ряду. Далее все остальные петли я провязываю лицевыми, не довязывав, получается, вот в моем случае последнюю 12-ю петлю подошвы. После чего последняя 12-я петля подошвы я всегда в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного буду провязывать вместе. Но с изнаночной стороны этих 2 петли я буду провязывать 2 вместе лицевой петлей. Вот вязание переворачиваю. И опять здесь просто все петли до конца ряда я провязываю вот лицевыми, не делая никаких прибавлений. И последняя петля подошвы я провяжу вместе с петлей боковой части. С лицевой стороны этих 2 петли я провяжу вместе изнаночной петлей. Если вы вяжете из другой пряжи, то соответственно еще раз прибавляем петли только в лицевых рядах в начале и в конце ряда до тех пор, пока на спицах у вас вот здесь не будет нужное вам количество петель. После того, как вы получили здесь нужное количество петель, дальше из этого количества петель продолжаем вязать всю длину подошвы. Таким образом, я дальше буду продолжать вязать как раз-таки эту длину подошвы до тех пор, пока вот здесь в конце с одной и, соответственно, с другой стороны у меня не останется по 5 петель от боковых частей. Итак, вот я провязала всю длину подошвы, как я говорила, до тех пор, пока с одной боковой части и со второй боковой части у меня не останется по 5 петель. Теперь смотрите, с учетом того, что первый ряд подошвы мы вязали именно с изнаночной стороны, теперь как раз таки начиная с изнаночного ряда я приступаю к убавлению петель в конце ряда не только вот этих боковых частей, но сейчас я буду убавлять и петли подошвы. Поэтому смотрите, изнаночная сторона, первую петлю снимаю и далее продолжаю вязать вот этот ряд, провязывая все петли лицевые, не довязывав до конца этого ряда 3 петель именно подошвы. То есть вот лицевая, и у меня остаются, смотрите, в конце ряда 3 петли подошвы и 5 петель боковой части. Сейчас в конце каждого ряда сначала вот я буду провязывать вот этих 2 петли вместе лицевой петлей, это 2 петли подошвы. После чего последняя петля подошвы и первая петля боковой части я также продолжаю провязывать их вместе. С изнаночной стороны этих 2 петли провязываю 2 вместе лицевой петлей. То есть сейчас в конце ряда я убавила 2 петли, одну петлю боковой части и одну петлю подошвы. Сейчас вязание я снова переворачиваю, получается, на лицевую сторону. С лицевой стороны мы сейчас провяжем точно так же, то есть вяжем все петли лицевые, не довязывая 3 петель именно подошвы. Поэтому вот первую снимаю петлю и провязываю петли лицевые. То есть вот у меня остаются 5 петель боковой части и 3 петли подошвы. Здесь также первую и вторую петлю я провязываю сейчас вместе лицевой петлей. Далее последняя петля подошвы и первая петля боковой части. Этих 2 петли я сейчас провяжу вместе изнаночной петлей, это с лицевой стороны. Далее вязание переворачиваю, получается, на изнаночную сторону. Здесь в конце изнаночного ряда снова я вот провяжу 2 петли
вместе, это именно 2 петли подошвы, и последняя петля подошвы провяжу вместе с петлей боковой части. То есть дальше продолжаем вязать нашу подошву. Теперь в конце каждого ряда мы убавляем 2 петли. Давайте последних несколько рядов провяжем вместе. То есть смотрите, вот я сейчас провязывала длину подошвы до тех пор, пока от одной боковой части у меня не останется 1 петля, от второй боковой части 1 петля и 4 петли именно подошвы. То есть сейчас я первую петлю снимаю, следующих 2 петли я провяжу вместе лицевой петлей, далее последняя петля подошвы и первая петля боковой части с изнаночной стороны, их я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, и вязание переворачиваю, получается, на лицевую сторону. С лицевой стороны первую снимаю петельку, вторую вот провязываю лицевой, и последних 2 петли провяжу сейчас 2 петли вместе изнаночной петлей. То есть все, от подошвы у нас осталось только 3 петельки. Вязание я переворачиваю, получается, на изнаночную сторону, и теперь этих 3 петли с изнаночной стороны я провяжу вот 3 петли вместе лицевой петлей, и последнюю эту петельку я вытаскиваю подлиннее. Спицы мы можем убрать. Ниточку от моточка, вот которой я сейчас вязала подошву, мы можем уже обрезать. После чего вот сюда, в эту нашу вытянутую петельку, я вовнутрь продеваю кончик, который обрезала от моточка, и аккуратно петельку эту затягиваю. Теперь смотрите, все кончики, которые у нас есть, мы их сейчас кладем вот в изнаночную сторону, в конце мы их спрячем. А теперь в иголку с большим ушком я одену вот эту зеленую в моем случае нить. Это как раз таки та нить, где я закрывала петли. И этой зеленой нитью я сейчас сошью переднюю часть, мысок у наших слитков. На этом слитке вот эту переднюю часть я сшивала розовой нитью, так как закончила вязание, я вот здесь именно закрывала петли по розовой части. Ну, здесь это будет не принципиально, так как здесь, ну вот, видите, не видно, каким цветом мы сшивали эту переднюю часть мыска. Поэтому здесь я сейчас в иголку с большим ушком должна одеть вот этот зеленый кончик нити. Сшивать наш следок я буду по лицевой стороне. То есть вот таким образом я сейчас держу мою заготовку лицевой стороной наружу. И вот приступаю к сшиванию вот как раз таки передней части. Вначале вот здесь мой бежевый цвет, которым я закончила вязать подошву, я возьму его немножечко, вот эти петельки нанизываю вот на иглу и просто немножечко стяну. То есть вот этот край. Хорошенечко ниточку здесь подтягиваю, и теперь буквально несколькими стежками для красивого перехода я соединю крайние кромочные петли розовой части, вот вставляя иголку здесь к себе, а здесь вот от себя, вот буквально несколько раз здесь вот за эту стеночку, именно крайнюю, так, и где-нибудь вот здесь. Все, у нас идут 2 ровных края. Сейчас вот смотрите на вот этом участке, то есть здесь от наборной этой ниточки, а здесь вот как раз таки до края, где мы, видите, закрывали петли, иголку я буду вставлять сначала здесь к себе, а здесь вот за кромочную петлю от себя, здесь к себе, а здесь от себя к себе, от себя к себе и от себя. Теперь вот именно этих 2 края, это до прибавления петель. Я аккуратно немножечко вот так же стяну,
так, чтобы у нас здесь был красивый переход на вот именно мысок. И далее, смотрите, вот эту остальную часть с одной и с другой стороны я буду сшивать, вставляя иголку не за кромочные петли, а за вот как раз-таки первую петлю после кромочной. То есть здесь, где мы делали прибавление петель, вот за вот эти протяжки я буду вставлять иголку справа налево. Здесь, если посмотреть с этого края, у нас также есть вот такие протяжки. Вот они, примерно около как раз-таки кромочных петель. То есть сначала иголку я вставляю вот справа налево, вот в розовую протяжку, затем иду на обратную сторону. Здесь вот в зеленую протяжку после кромочной петли. Дальше у нас идет вот следующая протяжка справа налево здесь. И затем вот первая петля от платочной дорожки. За эту протяжку справа налево вставляю иголку с этой стороны. Розовая часть справа налево. И затем вот зеленая часть. Также иголку вставляю вот справа налево. Розовая часть и зеленая часть, платочная дорожка, иголку вставляю справа налево. Розовая часть, вставляю иголку справа налево. И зеленая часть, также вставляю иголку справа налево. Здесь, смотрите, дальше я буду вставлять иголку вот в первую петлю от платочной дорожки с одной, ну и соответственно вот с другой стороны. Теперь таким образом я прошиваю всю длину нашего мыска. Как теперь нам понять, сколько нам нужно прошить вот эту переднюю часть мыска? Здесь вот отверстие, куда мы будем вставлять ногу, по длине должно быть где-то примерно 11 сантиметров. Поэтому я мою деталь ровно складываю, отмеряю вот 11 сантиметров. И вот, соответственно, вот до этого момента я сейчас прошью эту переднюю часть мыска. Итак, вот я прошила переднюю часть нашего мыска. То есть вот таким вот красивым и аккуратным образом этот шов у нас будет смотреться вот именно по лицевой стороне. И здесь у меня осталось отверстие, куда я буду вставлять ногу длиной 11 сантиметров. Теперь смотрите, эту нашу нить я вывожу в изнаночную сторону. В конце эту нить я спрячу. Теперь кончик мы этот можем уже обрезать. Все кончики я кладу в изнаночную сторону. И теперь мне осталось только сделать обвязку вот этого края. В данном случае эту обвязку я делать рекомендую обязательно, так как, смотрите, без этой обвязки край у нас такой получается прям очень эластичный, и в этом случае слитки могут спадать с пятки. Поэтому у кого есть такая проблема, в этом случае нам поможет как раз-таки обвязка края крючком. Благодаря этой обвязке этот край у нас такой получается стабильный и фиксированный, то есть он такой получается достаточно вот более плотный, и благодаря этому слитки хорошо будут держаться на ноге. Обвязку можете делать абсолютно любой пряжей. В данном случае я взяла пряжу белого цвета Alize Lana Gold. То есть я беру сейчас белую пряжу и беру крючок диаметром 3,5 мм. Начинать делать обвязку я буду вот как раз таки здесь, с передней части, где как раз таки мы закончили сшивать наш следок. И вот по кругу обвязывать этот край я буду столбиками без накида. Поэтому сюда в серединку, где я закончила сшивать наш следок, я вставляю крючок. И вот беру нить белого цвета, захватываю эту рабочую нить, вынимаю первую петельку. Кончики все кладу вовнутрь, в конце все кончики мы подтянем и спрячем. Далее делаю одну закрепляющую вот петлю подъема, и теперь обвязку я буду делать вот в каждую эту кромочную косичку, провязывать по одному столбику без накида. То есть вот наша первая косичка. Вставляю крючок, вынимаю петельку и 2 петли на крючке провязываю вместе. Опять следующая кромочная косичка, вставляю крючок, захватываю белую нить и 2 петли провязываю вместе. Опять кромочная косичка, за 2 стенки этой петли кромочной вынимаю петельку и 2 петли провязываю на крючке вместе.
захватываю рабочую нить и 2 петли на крючке провязываю вместе. Таким образом вяжем вот этот ряд по кругу до конца ряда. Итак, я обвязала этот край вот по кругу. Теперь вот в конце, смотрите, я вставляю сейчас крючок вот именно в беленькую петлю, нашу первую петлю подъема, где я начинала делать обвязку. Вот за 2 стенки этой петли вынимаю петельку и эту петлю сразу провязываю через ту, которая у меня находилась на крючке. Это я провязала соединительный столбик. Далее делаю еще одну закрепляющую петлю, и ниточку здесь мы можем уже обрезать. Далее, смотрите, эту последнюю петельку, после того, как нить от моточка мы обрезали, я беру и просто вот вытаскиваю. Хорошенечко кончики здесь все подтягиваю. В этом месте вот у нас их здесь 3 зеленых и 2 белых. После чего, смотрите, мы наш следок должны вывернуть в изнаночную сторону, и все эти кончики, которые у нас есть, мы должны спрятать самостоятельно по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрячем кончики, наши следочки полностью готовы. Результатом я осталась очень довольна, так как модель идет очень удобная и очень хорошо и комфортно сидит вот именно по ноге. Благодаря обвязке край такой получается фиксированный, и следки достаточно хорошо держатся на ноге. При необходимости, смотрите, если один ряд обвязки вам не помог, вот именно для стабильности этого края, можно провязать второй ряд обвязки, провязывая или столбик без накида, или в каждую петлю провязать соединительный столбик. Поэтому здесь этот момент уже на ваше усмотрение. И в итоге, смотрите, вот такие красивые, яркие, нарядные и очень простые следки у нас с вами сейчас получились. То есть очень мне нравится вот это сочетание цветов. Каждую из деталей мы вязали отдельным цветом. И здесь, смотрите, вы их можете носить по-разному. То есть или так, чтобы эта зеленая часть у нас смотрела вовнутрь. Или, ну, если поменять их сейчас местами, то есть можно, чтобы зеленая часть была наружу, а розовая вовнутрь. То есть здесь уже на ваше усмотрение их можно менять так, как вам это больше нравится. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.